На улице моросил мелкий дождь. Холодный ветер крутил желтые листья, и город казался особенно серым в этот осенний день. Люди спешили по делам, укутанные в шарфы, уткнувшись в телефоны или просто торопясь укрыться от непогоды. У входа в небольшую пекарню, уютно спрятавшуюся между двумя многоэтажками, сидел старик. Пальто на нем было старым и явно не по погоде, тонкое, с порванным рукавом. В руках он держал потрескавшийся зонт, который уже почти не спасал от дождя. Он не просил милостыню, не тянул руки. Просто сидел, смотрел в пространство, будто забыл, зачем пришел и как оказался здесь. Пекарня была известна в районе не только свежими булочками и крепким кофе, но и какой-то особенной теплотой. Внутри всегда пахло корицей, ванилью и теплым тестом. За прилавком работала Лена, студентка, подрабатывающая по утрам. Ее смена подходила к концу, когда она заметила старика. Он не двигался. Его плечи дрожали от холода, а лицо было настолько уставшим, что, казалось, даже дождь не может пробиться сквозь его равнодушие. Лена несколько раз бросала взгляд в окно, потом не выдержала. Сняв фартук, она подошла к хозяину, мужчине лет 50, с жестким выражением лица и манерой всегда говорить коротко. «Можно я угощу того старика?» — спросила она. «За свой счет». Он взглянул на нее, прищурился, пожал плечами. «Если тебе не жалко, пожалуйста». Она собрала в бумажный пакет свежую булочку с яблоками и корицей, налила горячего какао и аккуратно все запаковала. Затем вышла на улицу. Старик не сразу понял, что происходит. Он растерянно посмотрел на нее, будто не верил, что это ему. Лена просто улыбнулась и поставила пакет рядом. «Это вам. Просто так», — Ян молча кивнул. Потом еле заметная улыбка. Немного виноватая, немного удивленная. Он не сказал ни слова, но в его взгляде было больше, чем в любой благодарности. Прошла неделя. Старика больше не было видно у входа. Лена уже почти забыла об этом утре, занятая работой и учебой. В один из дней, когда она пришла на смену, управляющий подозвал ее. «Лена, подойди. Тут письмо пришло. Тебе». Она взяла конверт, удивленная. Внутри было аккуратно написанное от руки письмо. Автор, женщина по имени Мария, благодарила Лену за помощь ее отцу. Старик страдал от потери памяти, скитался по улицам несколько месяцев. В тот день, согретый неожиданной добротой, он впервые за долгое время сам попросил о помощи. Его нашли, и теперь он снова дома. Лена дочитала письмо до конца. В конце было просто. Иногда одно доброе утро может вернуть человеку жизнь. Спасибо вам. Она долго сидела с письмом в руках. Это было всего лишь какао и булочка. Но теперь она знала. Иногда маленький жест становится поворотной точкой. Не только для другого человека, но и для тебя самого. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.